Добрый день! Сегодня мы с вами научимся выполнять красивый, стильный, уютный свитерок с оригинальным сложным узором плетения. Размер данного изделия 42-46. И саму работу мы разделим на несколько частей: рукава, спинку, перед и сборку. Для работы нам потребуется пряжа, 2 пары спиц разного размера, дополнительная спица или любое другое приспособление для выполнения кос, ножницы, маркеры, сантиметровая лента и иголочка для сборки. Приступаем к выполнению. Первое, что мы свяжем, это полотна рукавов. Для полотна рукава необходимо классическим набором на 2 спицы набрать 42 петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И так набираем все петли. Мы набрали 42 петли и приступаем к выполнению рядов резинки 2 на 2. Кромочную мы снимаем и дальше чередовать будем 2 изнаночные, затем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И так мы свяжем до конца ряда. Заканчиваем выполнение первого ряда. Я довязываю 2 лицевые и кромочные изнаночные. Первый ряд готов, работу переворачиваем. Во втором и во всех последующих рядах мы будем вязать, как смотрят петли. То есть кромочную мы снимаем, над изнаночными мы будем выполнять изнаночные, а над лицевыми лицевые. Над изнаночными изнаночные, а над лицевыми лицевые. Так мы провяжем ровно 19 рядов, а в 20 изнаночном выполним равномерное прибавление. Резинкой 2 на 2 я провязала ровно 19 рядов, и сейчас в 20 ряду мы равномерно прибавим 20 петель. При этом я ввожу в работу спицы большего размера, и выполнять будем так: кромочную снимаем, затем провязываем 2 петли по узору, 2 изнаночные. Далее прибавление. Методом кручения я скручиваю рабочую ниточку и получившуюся петлю набрасываю на правую спицу. Добавила первую петлю. Затем 2 петли по рисунку, 2 лицевые и прибавление. Скручиваем, набрасываем. 2 петли по рисунку и прибавление. 2 петли по рисунку и следующее прибавление. Итак, нам необходимо добавить 20 петель. Мы с вами прибавили 20 петель. Сейчас на спицах у нас 62 петли, и мы приступаем к распределению петель для нашего основного узора. Кромочную снимаем, далее 4 изнаночные. Это петли до первого раппорта. Дальше мы будем провязывать 24 петли первого раппорта. 4 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные, 4 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые и 4 изнаночные. По желанию можно отметить
конец первого раппорта. Пока отмечу. Дальше вяжем 4 изнаночные. Это петли между первым и вторым раппортом. И приступаю к выполнению петель второго раппорта. Также 4 изнаночные. 2 лицевые, снова 4 изнаночные, 4 лицевые, затем снова 4 изнаночные, 2 лицевые и 4 изнаночные. Мы провязали 24 петли второго раппорта, и остается выполнить 4 изнаночные петли. Это петли после второго раппорта. И кромочной изнаночной петлей. Распределение петель мы выполнили. Работу переворачиваем. Во втором и во всех изнаночных рядах будем вязать, как смотрят петли. Кромочную снимаем. Над лицевыми петлями мы будем выполнять лицевые. А над изнаночными провязывать изнаночные. И так до конца ряда. Мы выполнили распределение петель, провязали 2 подготовительных ряда. И сейчас приступаем к выполнению первого ряда узора. Кромочную снимаю и провязываю 4 изнаночные петли. Это петли до первого раппорта. Чтобы нам было проще, я эти петли также отделю маркером. И теперь провязываем петли самого раппорта. 2 изнаночные. Следующие 4 петли мы будем перекрещивать. Для этого первые 2 мы должны снять на дополнительную спицу и оставить за работой. Следующие 2 мы провязываем лицевыми. Затем снятые петли мы переносим и провязываем их изнаночными. Выполнили перекрещивание, затем 2 изнаночные. Следующие 4 петли мы также будем перекрещивать. Первые 2 мы снимаем и оставляем за работой. Следующие 2 провязываем лицевыми. Снятые петли переносим и провязываем изнаночными. Выполнили. Следующие 4 петли мы также будем перекрещивать. При этом первые 2 лицевые мы снимаем и оставляем перед работой. Затем провязываем 2 изнаночные. Снятые петли возвращаем и провязываем лицевыми. Выполнили перекрещивание, затем 2 изнаночные и снова перекрещивание. Первые 2 лицевые петли мы снимаем и оставляем перед работой. Затем провязываем 2 изнаночные. Переносим снятые петли и провязываем их лицевыми. Заканчиваем выполнение первого раппорта. 2 изнаночные петли и переносим маркер. Мы провязали первый ряд в петлях первого раппорта. Между первым и вторым раппортом у нас 4 изнаночные петли. А дальше петли второго раппорта мы провязываем точно так же. В изнаночном ряду мы провяжем, как смотрят петли.
Мы провязали первый и второй ряды узора. Приступаем к выполнению третьего ряда. Кромочную снимаем, провязываем 4 изнаночные, переносим маркер и теперь провязываем петли самого раппорта. Сейчас первые 2 петли мы должны будем снять и оставить за работой. Затем провязываем 2 лицевые. Снятые петли мы возвращаем и провязываем 2 изнаночные. Перекрещивание выполнили, затем 2 изнаночные. Следующие 2 петли мы снимаем и оставляем за работой. Затем провязываем 2 лицевые. Снятые петли мы возвращаем и их мы тоже провяжем лицевыми. Выполнили. Далее 4 изнаночные. Затем следующее перекрещивание. Первые 2 петли мы снимаем, оставляем перед работой. Следующие 2 мы провязываем лицевыми. Затем возвращаем снятые петли. Их мы провязываем лицевыми. Далее 2 изнаночные. И следующее перекрещивание. Первые 2 петли мы снимаем, оставляем перед работой. Следующие 2 петли мы провязываем изнаночными. Снятые петли мы возвращаем и провязываем лицевыми. Мы закончили выполнение петель первого раппорта. Во втором раппорте провязываем точно так же. Мы приступаем к выполнению 5-го ряда узора. Кромочную снимаем, провязываем петли до первого раппорта, переносим маркер. Теперь петли самого раппорта. 2 лицевые, затем 2 изнаночные. Следующие 4 петли мы будем перекрещивать. Для этого первые 2 мы снимаем, оставляем за работой. Далее провязываем 2 лицевые. Снятые петли мы возвращаем. Их мы провязываем изнаночными. Перекрещивание выполнили. Затем 2 лицевые, 4 изнаночных, снова 2 лицевые. Следующие 4 петли мы будем перекрещивать. Первые 2 мы снимаем, оставляем перед работой, затем 2 изнаночные. Снятые петли мы возвращаем и провязываем лицевыми. Перекрещивание мы выполнили, затем 2 изнаночные и заканчиваем петли раппорта 2 лицевые. Во втором раппорте мы провяжем точно так же, а в 6-м изнаночном ряду, как смотрят петли. Мы с вами провязали 6 рядов узора, и начиная с 7-го ряда мы будем делать прибавление с 2 сторон полотна для расширения нашего рукава. Сейчас кромочную я снимаю и делаю первое прибавление. Методом кручения я добавляю 1 петлю. Дальше я провязываю 4 изнаночные. Маркер переносим и выполняем 7-й ряд нашего узора. 2 лицевые, 2 изнаночные, снова 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные,
2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, и заканчиваем выполнять первый раппорт 2 лицевые. Петли первого раппорта я выполнила, провязываем петли второго раппорта и сделаем прибавление в конце ряда. Я заканчиваю выполнение 7 ряда узора. Сейчас провязываю изнаночную, и перед кромочным полотном мы сделаем симметричное прибавление. Точно так же методом кручения я добавлю одну петлю, и затем кромочная, изнаночная. С двух сторон полотна мы добавили по одной петле. 8 изнаночный ряд провязываем, как смотрят петли. Мы провязали 8 рядов. При этом обращаю ваше внимание, что петли, которые мы будем добавлять, я их буду провязывать в лицевых рядах изнаночными, соответственно в изнаночных лицевыми. Ряд, в котором мы делали прибавление, я помечу маркером, чтобы проще было дальше отсчитывать. И теперь приступаем к выполнению 9 ряда. Снимаем кромочную. Сейчас у нас уже 5 изнаночных. И провязываем петли первого раппорта. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Следующие 4 петли мы будем перекрещивать. 2 изнаночные петли мы снимаем, оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, снятые петли мы возвращаем и провязываем изнаночными. Затем 4 изнаночные, следующие 4 петли мы перекрещиваем. Первые 2 мы снимаем, оставляем перед работой, следующие 2 изнаночные, затем снятые петли мы возвращаем и провязываем лицевыми. Перекрещивание выполнили и довязываем петли раппорта. 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Петли второго раппорта выполняем точно так же. Приступаем к выполнению 11 ряда узора. Снимаем кромочную, провязываем 5 изнаночных, переносим маркер, и теперь петли самого узора. На первых 4 петлях мы будем делать перекрещивание. Для этого первые 2 петли мы снимаем, оставляем перед работой, следующие провязываем 2 изнаночные, снятые петли возвращаем и провязываем 2 лицевые. Выполнили. Следующие 4 петли мы тоже перекрещиваем. Для этого первые 2 петли мы снимаем и оставляем за работой, следующие 2 лицевые, снятые петли переносим и провязываем лицевыми. Выполнили. Затем 8 изнаночных. Следующие 4 петли мы будем перекрещивать. Для этого первые 2 мы снимаем, оставляем перед работой. Далее 2 лицевые. Снятые петли переносим и провязываем лицевыми. И остается выполнить последнее перекрещивание. Мы следующие 2 петли снимаем и оставляем за работой. Затем провязываем 2 лицевые, снятые петли мы возвращаем и провязываем 2 изнаночные.
Мы провязали петли первого раппорта, во втором мы повторяем. Приступаем к выполнению 13 ряда. Снимаем кромочную и провязываем изнаночные петли. Переносим маркер и теперь будем выполнять петли самого раппорта. 2 изнаночные. Следующие 4 петли мы будем перекрещивать. Для этого первые 2 мы снимаем, оставляем перед работой. Следующие 2 провязываем лицевыми. Снятые петли возвращаем и провязываем лицевыми. Следующие 4 петли мы также будем перекрещивать. При этом первые 2 мы снимаем, оставляем перед работой. Затем провязываем 2 лицевые. Возвращаем снятые петли и провязываем лицевыми. Выполнили. Затем 4 изнаночные. Дальше снова перекрещивание. Следующие 2 петли мы оставляем за работой. Далее провязываем 2 лицевые. Снятые петли мы возвращаем и также провязываем лицевыми. И еще одно перекрещивание. Следующие петли 2 петли мы оставляем за работой. Затем провязываем 2 лицевые. Снятые петли мы возвращаем и также провязываем лицевыми. И заканчиваем выполнение раппорта 2 изнаночные. Петли второго раппорта провязываем точно так же. Мы приступаем к выполнению 15 ряда. В этом ряду мы выполним следующее прибавление для расширения полотна рукава. Чтобы проще было отсчитывать, вот каждый 8 ряд маркером я обозначила ряд 7, в котором мы делали прибавление, и через 3 кромочные следующее прибавление. Снимаем кромочную, добавляем петлю и дальше провязываем 5 изнаночных. Переносим маркер и теперь 15 ряд самого узора. 2 изнаночные, 2 лицевые. Следующие 4 петли мы будем перекрещивать. Для этого первые 2 мы снимаем на дополнительную спицу, оставляем за работой. Затем провязываем 2 лицевые, снятую петлю, снятые 2 петли мы переносим и провязываем также лицевыми. Далее 2 лицевые, 4 изнаночные, снова 2 лицевые, и следующие 4 петли мы также перекрещиваем. Первые 2 мы снимаем, оставляем перед работой, затем 2 лицевые, снятые петли возвращаем, провязываем лицевыми и довязываем петли раппорта. 2 лицевые, 2 изнаночные. Во втором раппорте мы провяжем точно так же, и в конце ряда мы сделаем прибавление. Я довязала 15 ряд до конца и сделала там еще одно прибавление в конце ряда. В 16 ряду провязала, как смотрят петли, и сейчас мы переносим маркер, помечая предыдущий лицевой ряд, в котором мы делали прибавление. И далее мы кромочную снимаем, провязываем, у нас уже 6 изнаночных, переносим маркер. И теперь 17 ряд узора. 2 изнаночные,
Следующие 4 петли мы перекрещиваем, 2 петли снимаем, оставляем перед работой, затем 2 лицевые, снятые петли переносим и провязываем лицевыми. Затем мы повторяем. Следующие 2 петли мы снимаем, оставляем перед работой, 2 лицевые, затем снятые петли переносим и провязываем лицевыми. Выполнили. Далее 4 изнаночные, и следующие 4 петли мы также перекрещиваем. Для этого 2 петли мы снимаем, первые 2 оставляем за работой, следующие 2 провязываем лицевыми, снятые петли мы переносим и провязываем лицевыми. И дальше делаем точно такое же перекрещивание. Следующие 2 петли оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, снятые петли мы возвращаем и провязываем лицевыми. Заканчиваем раппорт 2 изнаночные. Далее провязываем петли второго раппорта. Мы приступаем к выполнению 19 ряда. Кромочную снимаем, провязываем изнаночные петли. Ну и теперь провязываем петли самого раппорта. 2 изнаночные, 2 лицевые. Следующие 4 петли мы будем перекрещивать. Для этого первые 2 мы снимаем, оставляем за работой. Затем 2 лицевые, снятые петли переносим и провязываем лицевыми. Далее 2 лицевые, 4 изнаночные, снова 2 лицевые, следующие 4 петли перекрещиваем, первые 2 снимаем, оставляем перед работой, затем 2 лицевые, снятые петли возвращаем и провязываем лицевыми. Завершаем петли раппорта, 2 лицевые и 2 изнаночные. Второй раппорт провязываем точно так же. Приступаем к выполнению 21 ряда. Снимаем кромочную, провязываем изнаночные петли, переносим маркер. И теперь петли самого раппорта. 2 изнаночные. Следующие 4 петли мы перекрещиваем. При этом первые 2 мы снимаем, оставляем перед работой. Следующие 2 мы провязываем изнаночными. Затем снятые петли мы возвращаем и провязываем лицевыми. Следующие 4 петли мы перекрещиваем. Первые 2 мы снимаем, оставляем перед работой. Затем провязываем 2 лицевые. Снятые петли мы переносим и провязываем также 2 лицевые. Выполнили. Затем 4 изнаночные. Следующие 4 петли мы будем перекрещивать. Первые 2 снимаем, оставляем за работой, затем 2 лицевые. Снятые петли переносим, провязываем также 2 лицевые. И снова перекрещивание. Следующие 2 петли мы оставляем за работой.
Затем провязываем 2 лицевые, снятые петли мы возвращаем, но провязываем их не лицевыми, а изнаночными, 2 изнаночные. И заканчиваем раппорт 2 изнаночные. Петли второго раппорта выполняем точно так же. Приступаем к выполнению 23 ряда. В этом ряду мы делаем следующее прибавление для расширения полотна рукава. Кромочную я снимаю, делаю прибавление в начале ряда, затем мы провязываем изнаночные петли и приступаем к выполнению самого раппорта. Провязываем 4 изнаночные, следующие 4 петли мы будем перекрещивать. Для этого первые 2 мы снимаем, оставляем за работой, провязываем 2 лицевые, снятые петли переносим и провязываем лицевыми. Следующие 4 петли мы также перекрещиваем, при этом первые 2 мы снимаем и оставляем перед работой, следующие 2 мы провязываем изнаночными. Затем снятые петли мы возвращаем, их мы провязываем лицевыми. Затем снова перекрещивание, при этом первые 2 петли мы снимаем и оставляем за работой. Затем провязываем 2 лицевые, снятые петли мы переносим и их мы провязываем изнаночными. Следующие 4 петли мы перекрещиваем, первые 2 мы снимаем, оставляем перед работой, затем 2 лицевые, снятые петли переносим и провязываем их лицевыми. И довязываем петли раппорта 4 изнаночные. Первый раппорт мы провязали, затем провязываем петли второго раппорта и не забываем сделать прибавление в конце ряда 1 петли. В предыдущем лицевом ряду 23 мы с вами выполнили прибавление с 2 сторон полотна. Этот ряд я пометила маркером. 24 изнаночный провязала, как смотрят петли. И теперь 25 ряд. Снимаем кромочную, провязываем изнаночные петли. И переносим маркер. И теперь петли самого раппорта. 2 изнаночные, следующие 4 петли мы будем перекрещивать. Для этого следующие 2 петли мы переносим на дополнительную спицу, оставляем за работой, затем 2 лицевые, снятые петли мы возвращаем и их мы провязываем изнаночными. Затем выполняем 2 лицевые, 2 изнаночные. Следующие 4 петли перекрещиваем. Первые 2 снимаем и оставляем за работой. Затем 2 лицевые, снятые петли возвращаем и провязываем лицевыми. Выполнили. Затем 2 изнаночные, 2 лицевые. Следующие 4 петли перекрещиваем. Мы первые 2 снимаем, оставляем перед работой. Следующие 2 провязываем изнаночными. Снятые петли возвращаем и провязываем их лицевыми. Заканчиваем петли раппорта 2 изнаночные. Во втором раппорте повторяем наши действия.
Мы приступаем к выполнению 27 ряда узора. Кромочную снимаем, провязываем изнаночные петли, переносим маркер, и теперь петли самого раппорта: 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Во втором раппорте точно так же. Приступаем к выполнению 29 ряда. Снимаем кромочную. Переносим маркер и провязываем петли раппорта. Сначала 2 изнаночные, затем 2 лицевые. Следующие 4 петли мы будем перекрещивать. Первые 2 мы снимаем, оставляем за работой. Затем провязываем 2 лицевые. Снятые петли мы возвращаем и провязываем их изнаночными. Провязали. Затем 2 изнаночные. Следующие 4 лицевые мы перекрещиваем. Первые 2 мы снимаем, оставляем за работой. Затем 2 лицевые. Снятые петли переносим и провязываем снова 2 лицевые. Далее 2 изнаночные. Следующие 4 петли перекрещиваем. 2 первые мы снимаем, оставляем перед работой. Затем провязываем 2 изнаночные. Снятые петли переносим и провязываем лицевыми. Затем 2 лицевые и 2 изнаночные. Во втором раппорте точно так же. Вот так сейчас выглядит наше полотно. Получается очень красивое, сложное, интересное плетение. Мы с вами провязали 30 рядов. Это раппорт в высоту нашего узора. Дальше мы повторяем с 1 по 30 ряд. То есть 31 как первый, 32 как второй и так далее. Также мы продолжаем делать равномерное прибавление с двух сторон полотна до желаемой ширины. Я продолжила выполнение полотна рукава, также делая прибавление с двух сторон. Всего я прибавила до 82 петель, и по ширине рукав получился 34 сантиметра, а в длину 44 сантиметра. То есть, если вам нужна больше ширина, то добавляйте больше. Соответственно, если нужна и длина больше, то провязывайте чуть длиннее. Приступаем к выполнению полотна спинки. Я набрала 88 петель и провязала резинкой 2 на 2 ровно 19 рядов. И сейчас в 20 ряду я прибавлю 24 петли. При этом я ввожу в работу спицы большего размера. И прибавлять будем так. Кромочную снимаем. Далее 3 петли по рисунку. 1, 2, 3. Затем прибавление. После 4 петли по рисунку. 1, 2, 3, 4. И прибавление. И дальше мы будем чередовать. Сначала 3 петли. 1, 2,
3 прибавления. Затем провязываем 4 петли. 1, 2, 3, 4 и прибавление. И так всего мы прибавим 24 петли. Мы с вами прибавили 24 петли. Сейчас на спицах 112 петель. И мы приступим к выполнению дополнительного ряда, в котором распределим наши петли для основного узора. Приступаем. Кромочную снимаем. Дальше 4 изнаночные. Это петли до первого раппорта. Дальше провязываем 24 петли первого раппорта. 4 изнаночные. 2 лицевые. 4 изнаночные. 4 лицевые. Снова 4 изнаночные. 2 лицевые. И заканчиваем первый раппорт 4 изнаночные. Я помечу конец первого раппорта маркером. И мы продолжим. Далее 2 изнаночные. Это петли между первым и вторым раппортом. Провязали. И теперь 24 петли второго раппорта. 4 изнаночные. 2 лицевые. 4 изнаночные. 4 лицевые. И снова 4 изнаночные. 2 лицевые. И заканчиваем 4 изнаночные. Мы провязали 24 петли второго раппорта. Отметим маркером конец раппорта. Теперь 2 изнаночные. Это петли между вторым и третьим раппортом. Теперь выполняем 24 петли третьего раппорта. 4 изнаночные. 2 лицевые. 4 изнаночные. 4 лицевые. 4 изнаночные. 2 лицевые и 4 изнаночные. Провязали петли третьего раппорта, обозначаем маркером. Теперь снова 2 изнаночные, это петли между третьим и четвертым раппортом, и дальше последний четвертый раппорт. Провязываем 4 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные, 4 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные. Я обозначу конец четвертого раппорта. И у нас остается в конце ряда довязать еще 4 изнаночные петли
кромочной и изнаночной петлей. В изнаночном ряду мы будем вязать, как смотрят петли. Распределение петель мы выполнили. Всего в полотне переда и спинки у нас будет по 4 раппорта основного узора. И узор, я напомню, повторяется с 1 по 30 ряд. После того, как мы распределили петли по нашему основному узору, я продолжила вязать ровным полотном. И всего до выреза горловины я провязала 55 сантиметров. Сам вырез горловины я выполнила укороченными рядами. Как выполнить такой вырез горловины, под видео будет ссылочка на то, как правильно провязывать укороченные ряды. И вот расчет, то есть сначала центральных 42 петли я оставила на спицах, а потом вязала укороченными рядами 35, 34 и 33 петли для каждого плечевого скоса. То есть от центральных еще по одной петле в каждом втором ряду добавилось для горловинки. Полотно переда мы выполняем точно так же, как и полотно спинки, но с более глубоким вырезом горловины. На высоте 46 сантиметров от наборного края я начала выполнять вырез горловины. Так же, как и на спинке, я выполнила его укороченными рядами. Давайте посмотрим на расчет. То есть сначала центральных 20 петель я оставила на спицах, а потом я вязала следующим образом. 5 раз, 1, 2, 3, 4, 5. Ряд короче становился на 2 петли и трижды на 1. То есть всего с сокращениями я провязала 8 рядов. И для каждого плечевого скоса точно так же, как и на спинке, осталось по 33 петли. Но после того, как все вот наши убавления сделаны, я провязала еще ровно каждый плечевой скос до уровня спинки. После того, как все части изделия готовы, мы приступаем к сборке. Сначала я выполню правый плечевой шов. Для этого я сложила полотно переда и спинки изнаночной стороной вовнутрь, вот таким образом. И сейчас мы будем прошивать. Вот после закрытия петель у меня остался хвостик ниточки, я его одела в иглу. И вот закрытые петли со стороны спинки захватываем и точно так же со стороны переда и делаем стежочек. Затем вот петля со стороны спинки и со стороны переда делаем стежочек, подхватываем, за 2 долечки петли со стороны спинки и 2 долечки со стороны переда. Вот так мы прощем полностью петли плечевого скоса. Вот так выглядит шов по лицевой стороне полотна, ну и гладенько по изнаночной стороне. Вы можете выполнить шов любым другим способом. Дальше мы с вами посмотрим, как выполнить боковые швы. Точно так же я их буду выполнять по лицевой стороне полотна, то есть полотна сложены изнаночной стороной вовнутрь. У меня осталась от наборного края ниточка, я одела ниточку в иглу и теперь закрепляю под кромочную петлю, закрепляю ниточку, а дальше будем выполнять сам шовчик. Вот наши кромочные петли, я завожу иголочку под протяжку между кромочными и делаю стежочек. То же самое на противоположной стороне. Вот одна кромочная, вторая. Мы захватываем протяжечку. Снова одна кромочная, вторая, протяжечка. Одна кромочная, вторая, заводим под протяжечку. С одной стороны полотна и с противоположной.
одной стороны под протяжечку и с противоположной. После того, как несколько стежочков сделали, подтягиваем рабочую ниточку. И вот так аккуратненько будет выглядеть шов по лицевой стороне, а по изнаночной будет небольшой рубчик. Для того, чтобы завершить работу, мы должны будем обвязать вырез горловины. Вот те места ровные, которые я вязала уже без укороченных рядов, по ним мы наберем петли. Левый плечевой скос мы еще не сшивали, он сошьется уже после выполнения горловины. Сейчас я завожу спицу под кромочную петелечку и набираю петли. Первая петелечка и под следующую кромочную вторая петелечка. Затем наберем петелечку из протяжки. То есть вот если растянуть наши кромочные, протяжечка, заводим спицу прямо в протяжечку и набираем петлю. Затем снова кромочная, под кромочную, под 2 долечки, а затем из протяжечки. Вот хорошо видна протяжечка, заводим спицу и выполняем петелечку. Потом снова из кромочной, снова из кромочной и последняя петелечка из протяжечки. Вот таким образом. И теперь мы должны включить их в узор, то есть посчитаем их: 2 лицевые, 2 изнаночные под резинку 2 на 2, 2 лицевые, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И уже те петли, которые у нас есть на спицах, мы вяжем согласно узору: 2 изнаночные, затем 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И так мы продолжим вязать все петли, которые у нас есть на спицах, а с противоположной стороны точно так же доберем, как в начале ряда, и будем вязать круговые ряды резинки 2 на 2. Я продолжила выполнение обвязки выреза горловины и связала круговыми рядами резинкой 2 на 2 3 сантиметра. После этого выполнила левый плечевой скос, шов левого плечевого скоса, вшила и сшила рукава. Наше изделие готово. Я желаю вам творческих успехов.